Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео я хочу предложить вам связать узор вот к такой стильной мужской безрукавке или жилету. С таким узором справится каждый начинающий любитель вязания. Это структурный узор, который состоит всего лишь из сочетания лицевых и изнаночных петель. Мы с вами вместе рассмотрим схему узора и при вязании образца поворотными рядами я расскажу, как вязать такой узор по кругу. Также я для вас вставлю очень понятное, хорошее описание вязания такого жилета со схемой и с выкройкой. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это лицевые ряды и при вязании поворотными рядами, и при вязании по кругу. И они всегда вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы, то есть по схеме. Четные ряды на схеме не указаны. Они вяжутся по рисунку, по этой схеме и при круговом вязании, и при поворотном. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 40 рядов. Провязав последний 40-й четный ряд, мы начинаем повторять узор вверх по вязанию с первого, опять же по 40-й ряд. Необходимое количество раз. Раппорт узора в ряду состоит из 14 петель. На схеме указаны два раппорта узора по 14 петель. Пустая клеточка на схеме означает лицевую петлю, горизонтальная черточка означает изнаночную петлю. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора поворотными рядами. И я буду объяснять, как вязать такой узор по кругу по мере вязания образца. Для вязания поворотными рядами ваше количество петель, которое вы должны набрать, должно делиться на 14, на число петель раппорта узора. Плюс нужно добавить еще 2 кромочные петли. Они на схеме не указаны. При вязании по кругу ваше количество петель, которое вы должны набрать, должно делиться на 14. Кромочные петли набирать не нужно, но нужно добавить одну петлю для замыкания петель в круг. Я наберу на спице 30 петель. Это 2 раппорта узора по 14 петель, 28 петель, плюс 2 кромочные петли, 30 петель. Как узнать, какой конец нити мне оставить для того, чтобы набрать петли для образца? Я вот так накидываю нить на 2 спицы и делаю 30 витков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 витков я сделала на спице. И с этого места я буду начинать набирать петли обычным набором петель длинный хвост. Итак, я набираю 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, набираю 30 петель. Я набрала 30 петель на спицы. И теперь хвостик нити завязываю на узелок с основной нитью. Вот так.
Затем кромочную петлю снимаю и провязываю один подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическим способом, провяжите этот подготовительный ряд всеми изнаночными классическими петлями. При вязании по кругу подготовительный ряд провязывается лицевыми всеми петлями. Если вы начинаете вязать изделие, как этот жилет, допустим, начиная с резинки или с какой-либо планки, то такой подготовительный ряд провязывать не нужно. То есть после набора петель вы сразу начинаете вязать узор по схеме с первого ряда. Кромочные петли я провязываю следующим образом. Первую кромочную петлю я снимаю, а последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали подготовительный ряд. И теперь начинаем вязать узор по схеме. Первый лицевой ряд. Вяжем справа налево и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Далее идут 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 лицевая петля. Затем 2 изнаночные петли. 1, 2, изнаночная петля. Опять 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная петля. Мы закончили провязывать раппорт узора из 14 петель. И в этом месте вешаем маркер, чтобы раппорты у нас были отделены между собой маркерами, чтобы не путаться. И начинаем провязывать следующий раппорт. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 изнаночная, 2, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и изнаночная петля в конце раппорта. Мы провязали второй раппорт узора. Если у вас набрано несколько раппортов узора, вы опять же вешаете маркер после провязанного раппорта и провязываете следующий раппорт узора из 14 петель. То есть с первой петли вяжете опять же по 14. И так провязываете все ваши раппорты. После последнего вашего раппорта в конце ряда провязываем кромочную петлю. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд. Изнаночный второй ряд. Кромочную петлю снимаем и при вязании по кругу и при вязании поворотными рядами вяжем этот четный ряд и все остальные четные ряды этой схемы по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вот косичка лицевой петли, вяжем лицевую. Видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Здесь у нас идут 5 изнаночных петель. Вот они были. То есть мы вяжем при поворотном вязании по рисунку первого ряда. Этот второй изнаночный четный ряд. Были 5 лицевых у нас здесь, а в изнаночном ряду они смотрятся, выглядят как 5 изнаночных петель. Далее видим 2 лицевые петли. Это были 2 изнаночные петли в лицевом ряду.
вяжем 2 лицевые. Затем видим 5 изнаночных петель, это были 5 лицевых петель, вяжем 5 изнаночных, то есть те петли, какие видим, такие и вяжем. И лицевая петля, вот она была изнаночной петлей в лицевом ряду. То есть мы вяжем изнаночный ряд по рисунку первого ряда слева направо. При круговом вязании мы вяжем изнаночный ряд справа налево по рисунку первого ряда. Только справа налево. На схему вообще-то можно и не смотреть, а только на петли. Вот видим лицевую петлю, вяжем лицевую петлю. Видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Одна изнаночная, вторая, третья, четвертая, пятая. Затем видим 2 лицевые петли, вяжем ту петлю, какую видим, 2 лицевые. Затем вяжем 5 изнаночных петель, одна, вторая, третья, то есть по рисунку. И последняя петля раппорта — это лицевая петля, которая была изнаночной петлей в первом ряду. Здесь она смотрится как лицевая. Кромочная петля, изнаночная. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать третий лицевой ряд. По схеме справа налево кромочную петлю снимаем и провязываем одну изнаночную, 5 лицевых. Затем 2 изнаночные, 5 лицевых, изнаночная. Переснимаем маркер и повторяем раппорт. С первой петли по 14. Необходимое количество раз переснимая маркеры, которыми вы разделили ваши раппорты. И в конце ряда кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Четные ряды по этой схеме все провязываются по рисунку. То есть вяжем ту петлю, какую видим и при поворотном вязании, и при круговом. И так провязываем узор по схеме до 40, включая 40 ряд, по 40 ряд. Затем начинаем повторять узор, как я уже говорила, с 1 по 40 ряд, вверх по вязанию. Друзья, я думаю, вы сами справитесь далее с таким узором, так как схему я вам предоставила. Объяснила, как вязать по этой схеме для новичков. На этом у меня все. Спасибо всем большое за внимание, за ваши лайки, за комментарии, за подписки. Желаю всем легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новой встречи.